Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за лайки, подписки. Огромная благодарность за ваши замечательные комментарии, за ваши истории, которыми вы делитесь. Спасибо. Также, мои хорошие, всех поздравляю девочек с Международным женским днем. Всем любви, процветания, здоровья, весеннего позитивного настроения и удачи во всем. Сегодня хотела сделать такой расклад, послание Вселенной для вас. Может быть, что-то хотят вам передать высшие силы. Постараюсь не затягивать. Итак, для начала делаю вашу сигнификацию. Если срезонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Карты летят прям. Вокруг вас какие-то сплетни. Кто-то приглядывает, подглядывает, темперамент, видит вас страстный. Может, кто-то страсть к вам испытывает. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты! Приятно познакомиться. Павлин какой-то и зависимость. Ничего ж себе. Боже мой, что это такое? Ярость. Покажите мне девочку. И тут вышла карта ведьма ведающая, да? Покажите девочку, которая пришла. Ну вот, тут понятно уже. А тут сразу вообще без бутылки корвалола не разберешься. Так, ну тут точно я понимаю, да? Коллега. Ведающая, обладающая тайными знаниями, мудрая женщина, которая видит мир, может быть, не так, как остальные. И для этого есть ряд причин, да? Знания эти тайные, способности развиты, интуиция хорошо развита, да? Так, по этой карте яркая, харизматичная муза называется карта. Вдохновляете многих, восхищаются многие, не просто мужчины, тут и женщины многие с вас пример берут. Знаете о своих сильных там каких-то сторонах, да, во внешности, можете это подчеркнуть. Позитивная очень. Энергетически наполненная. Вот эти карты. Сейчас я спрошу, Павлин. Сейчас будет такое поздравление, да, с Международным женским днем. Так, Павлин, это вы? Письмо. Это мужчина какой-то. Ох, тут страсть и зависимость. О чем это? Карта гроб. Нет, скорее это не вы, Павлин, девочки. Тут история о том, что какой-то мужчина, зависимость, созависимые отношения. Тут от любви до ненависти один шаг. Скорее всего, была то ли сексуальная связь, то ли притяжение такое, да, накрывало, могло накрывать. Но это уже время у кого-то прошло, история уже, у кого-то закончилась эта история, карта гроб. Кто-то до сих пор ждет сообщений каких-то, интересуется. Скорее всего, у мужчины может быть тут две стороны, да, это действует. Тяга к вам, да, вы привлекательны для него, но это такой типаж мужчины, для которого на первом месте он, девочки. Этот павлинчик у нас тут на себе сфокусирован. Мужчина, который привык особо себе ни в чем не отказывать, баловать себя, где-то подчеркивать даже атрибутами, сейчас я выговорю, роскошной этой жизни, где-то, может быть, там, ну уж не знаю. Как бы так, может быть, тут не хотел сказать ненавязчиво, тут навязчиво он транслирует, что я могу себе позволить и одно, и второе. Вот как-то так. Поучиться, да, у мужчины, как себя любить. Вот почему-то мне тут... ну, давайте. О чем вот эта ярость, семья? Тут и ваша карта вышла дальше. Как будто бы то ли вы не по зубам этому мужчине. Может быть, какие-то форматы он, который хотел с вами проигрывать. Вот он тут что-то пошло не так. Он с вами не смог это все отыграть. Вполне возможно, все начиналось там с какого-то флирта, страсть перешло. А дальше тут то ли вы слишком как-то себя нестандартно повели, то ли тут даже у вас могло быть на фоне вот этой любовной истории кто-то начал увлекаться таро, раскладами, эзотерикой, психологией.
И тут как свинью подложили. Может быть, начали его как считывать, просчитывать его ходы, да, как будто бы как сканером его просвечивать. Да, тут, ну, как будто бы как свинью ему в прямом смысле подложили. Где-то все пошло совсем не так, как, может, мужчина этот планировал. Поэтому я говорю, от любви до ненависти один шаг. Тут ярость, это о чем? Ну, тут влюбленные. У вас может быть еще один партнер, у него кто-то. Тут может быть и ревность с его стороны, конкуренция какая-то такая, тут озлобленность у него. Ну, скажем так, если у него кто-то еще есть, то если вы тут могли поставить ему, ну, не обязательно ультиматум, ну, как бы озвучить, да, выбирай, то тоже никаких хороших эмоций следом не последовало. Так. Ну, смерть, трансформация, перерождение этих отношений, перерождение, может быть, формата этих отношений. Как-то так мне идет. Так, еще последнее. Любовь. Любовь проходит трансформацию. Может быть, то, что вы раньше воспринимали как любовь, мы же на вас смотрим. Идет очищение, идет как будто бы, знаете, очищение, да, как говорят, зерна от плевел очищаются. Это вот как будто бы вы для себя, может быть, осознали, как глазки открылись, вот эти, да, розовые очечки разбились стеклышками внутрь. Может быть, осознали, что такое истинная любовь, что наносное, что вы принимали за любовь. И у кого-то тут и даже, мне хочется сказать, любовь и очищение. Где-то, может, любовь к самой себе даже проснулась. Да, если тут созависимые отношения, если какие-то вы давали шансы, токсичные отношения, то в конце концов тут, знаете, как будто бы вопреки всему могли даже сами сказать: хватит, я не на помойке себя нашла, хватит, да, пора себя начинать любить. Может, даже вот благодаря вот этой вот связи такой, да, может быть, даже вы осознали, что пора вам выбирать себя. Как-то так, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Смотрим. Послание Вселенной для вас, да? Что хотят вам передать высшие силы прямо сейчас, когда вы смотрите. Когда вы смотрите это видео, вот когда вы открыли это видео, вот оно тогда и актуально. Так. Послание Вселенной для вас. Эротическую возьму. Метафорическую возьму. Послание Вселенной для вас. Ну, так, по 3. Послание Вселенной для вас. Что же они вам такое передадут? Послание Вселенной для вас. Давайте, начинаем. Итак, послание Вселенной для вас. Смотрю в тебя, как в зеркало, да? О чем это послание? Ух ты. Какая императрица красивая. Учат вас тут, не буду говорить здоровому пофигизму, но где-то учат вас отпускать негативные какие-то эмоции. Хватит уже заниматься где-то, ну, не знаю, уж самоедством каким-то, накручиванием. Это смерть, женщина, развилка. Так, тут карты зеркало, тут карта роста. Вот так вот. Прямо так хочется мне прочитать. Так, что вам хотят передать прямо сейчас, когда вы открыли это видео? Тут у кого-то из вас, девочки, было ощущение, вот видите, тут как зеркало, да, девушка смотрит в отражение. Это говорит, тут эта карта зеркала, вот карта зеркала.
Вот тут, если подряд прочитать, у кого-то из вас создалось впечатление, там, когда вы встретили мужчину, тут созависимые отношения опять-таки, у кого-то как было гром среди ясного неба, озарение, у кого-то прям считали это как близнецовые пламена, это моя вторая половинка, у нас одна душа на двоих, он тот самый кармический партнер. Где-то, ну, может быть, это у кого-то это и соответствует истине, но тут еще история о том, что вот вы долгое время пребывали в таком состоянии, да, а вам просто говорят, что в любом случае, как вам сказать, отношения просто вот со временем, если вот присмотреться, отмотать, проанализировать, какие бы изначально не были вот ваши там эмоции, а нужно смотреть и мужчину ценить по поступкам, по его проявлениям. А по проявлениям, вот эта карта, это созависимых отношений. Она говорит о том, что мужчина сам по себе, ну, проблемный, да, скажем так. Может быть, тут как отыгрывается, как хорошая девочка, да, тянется к плохому мальчику. Не хочу никого обидеть, оскорбить, но эта карта, она так и читается. Созависимое, токсичное отношение. То есть это связь с этим человеком. Вы проанализируете, что она вам дала больше, что она вам дает на данном этапе. Она тут вас перезагрузила, она вас заставила, эта встреча с этим человеком заставила вас, может быть, опять-таки, на себя посмотреть по-другому. У кого-то тут проснулись какие-то амбиции. Но вообще вот тут просто подсвечено, вот смотрите, карта императрица, как будто бы говорят, ты забываешь о своей миссии, о своем предназначении, о себе, как о женщине, растворяясь где-то вот в мужчине, растворяясь в этом именно мужчине, где-то отдавая пальму первенства ему, тем самым отодвигаешь себя, свои какие-то там желания, свою реализацию куда-то отодвигаешь, девочки. Тут вот что-то такое. Вам говорят, тут уже пора, вот, ну, скажем так, это все забыть, забыть. Пора где-то начать жить как с чистого листа. Подпишись на канал и поставь лайк. У кого-то вот это вот тут как бой собственной тенью. У нас у каждого есть вторая половинка, да, я имею в виду наша теневая сторона. И тут говорят, долгое время как будто бы вы боролись с этой второй теневой стороной. Где-то, может быть, собственными демонами. Не пускали, не подпускали их. Может быть, даже вот тут этот мужчина, он вас это и разбудил. Вот такую какую-то дьявольщинку. И тут карта зеркала, и тут где-то, как, знаете, вот что-то, то, что вас цепляет, его вас цепляет. Вот, может быть, вот не зря вы встретились, может быть, как раз вот ваша встреча дана для того, чтобы вы эту вашу теневую сторону проработали. И для себя, в первую очередь, определились, какие отношения для вас в приоритете, чего вы хотите, к чему стремитесь. И тут все равно такой подтекст, девочки, зеркало, знаете, тут теневая сторона. Это история о том, что у всего есть обратная сторона, и, ну, за все в этой жизни нужно платить. Опять-таки, может быть, то, чем вы тут восторгались, ну, в этом мужчине, да, чем он цепанул вас. Просто, вот, скажем так, если все это проанализировать, посмотреть, какие еще у него там достоинства есть, ну и сопоставить, какие недостатки. Может быть, вот эти достоинства потом, знаете, как-то, мягко говоря, померкнут на фоне тех недостатков, которых в нем тоже достаточно. Эта история не о том, что там выбираем, да, подходит, не подходит. Любовь, она на то и любовь, чтобы, знаете, принимать человека таким, какой он есть. Но тут такой нюанс, что тут зависимость. Тут нужно разобраться просто, чем он вас цеплял, почему такой интерес к этому мужчине у вас появился. Так, что еще тут высшие силы вам передают? Что пора где-то уже
хотел сказать, так, знаете, как бабка на лавочке у подъезда. Пора остепениться. Тут по императрице просто пора заняться собой во всех смыслах. По девятке пентаклей вам тоже совет такой, дают как будто карты. У вас сейчас будет период материальный, мне так кажется. Ну, улучшение материального вашего благосостояния, назовем это так. И, извините, по этой карте мне хотелось бы прочитать это как потратьте какую-то сумму из этого благосостояния, которое на вас обрушится, с чистой совестью. На какие-то там, уж не знаю, покупочки, на какие-то вещи, может быть, мелочи, уж не знаю, там не обязательно ювелирка, какие-то браслетики, но просто на то, что порадует вас, что что даст вам почувствовать себя привлекательной, поднимет вам настроение. Потому что эта карта, девятка пентаклей, это карта женщины, которая, она много очень работает на самом деле. Она может тут и себя прокормить, и семью свою, все у нее получается, все замечательно, но она всегда какую-то эту энную сумму, часть этих денег она тратит на свою внешность. Может быть, походы к косметологу, может быть, тут, и повторюсь, у каждого свои там, не знаю, там, не знаю, хотелки, желания, да. У кого-то это духи какие-то такие интересные, у кого-то там косметика, у кого-то опять-таки аксессуары. Почему нет? Просто вам говорят, что больше на себя сейчас. Так, зеркало. Опять почему-то тут как будто бы подтекст «любуйся собой, радуйся». Знаете, это как будто бы история о том, что нужно ценить то, что у тебя есть. Говорят, у вас действительно много есть того, чему другие, может быть, даже завидуют. Просто как будто посмотри на себя со стороны. Тобой многие восхищаются. Может, на время как будто бы об этом ты забыла, но вот как-то так. По поводу самооценочки, да, наверное. И тут карта перерождения, видите, из яйца птенчик какой-то пытается выбраться, да, родиться, переродиться. Вам говорят, чтобы вы смело шли во все новое. Карта поездка. Если есть возможность, да, организуйте какую-то поездку. Карта шут. Тут говорят, перед вами дороги все открыты. Карта смерти, женщина, развилка, рост. Это о том, что прошлое, оно на то и прошлое, чтобы оставаться в этом прошлом, да. Ваша карта вопрошающая. То есть у вас всегда есть выбор, карта развилка. Или оставаться в этом прошлом, да, блуждать в нем, заниматься самобичеванием, самокопанием, бороться с этой своей какой-то там, уж не знаю, теневой стороной, что-то тут напоминать самой себе о своих, может быть, каких-то, ну, не знаю, не будем говорить ошибках, но каких-то недальновидных поступков. А можно сделать выбор в сторону, вот тут карта рост развития. Видите, тут замечательные цветы этого лотоса поднимаются и распускаются на поверхности. И лотос это также, повторяюсь, да, этот цветок, который поднимается с ила, да, из грязи, можно сказать, такие, да, пробивается наверх, и уже на поверхности воды он распускается. Это белоснежный этот лотос, на нем нет ни капельки этой грязи. То есть, другими словами, вам дается шанс начать свою историю с чистого листа. Вот тут самый главный совет, так, вот этот вот, воспользуйтесь им. А потенциал у вас очень большой, огромный такие. Тут императрица, тут замечательные характеристики. Тут даже не то, что там все в ваших руках, а тут как будто бы не упускайте свои шансы, не переставайте любить себя, жизнь и себя в этой жизни, да. Как-то так, девочки. Еще раз всех с праздником. Всем счастья, здоровья. Всего наилучшего. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.